Господа, вы все прекрасно знаете портал по подбору новых автомобилей от официального дилера, который называется Автоспот.ру. И я на самом деле захожу на него через день, хотя я не покупаю так часто новые автомобили. Но вы узнали, что есть какая-то марка модели, и вы хотите к ней прицениться. Вы можете зайти в официальный конфигуратор к производителю и понять, что там цена от, что мало, что понятно. Просто заходите на автоспот.ру и узнаете, сколько стоят реально существующие живые машины, которые прямо сейчас стоят у дилеров. Причем они же будут уже с учетом всех скидок, акций и подарков. И вы всегда можете узнать цену в лоб, грубо говоря, без всего, и цену с учетом всех акций. Это очень важно. Но самое главное, что вы понимаете фактически, где и какие машины стоят, даже в каком они цвете, в какой они комплектации, сколько их штук и как же их забрать. Автоспот.ру — это целый кладезь для нас, автообзорщиков и всех людей, чтобы узнать, сколько же на самом деле могут стоить живые, существующие в наличии автомобили. Ссылки на портал автоспот.ру, естественно, будут в описании под этим видео. Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на очередную серию, третью у нас получается по Wrangler, которая наконец-то будет содержать в себе серьезные технические изменения. Дело в том, что, как я и говорил, хотя мы типа достигли максимальной комплектации, фактически, естественно, мы ее не достигли, потому что не было блокировок, не было размыкаемого стаба, еще куча всего. Мне не нравились эти бампера, запаску возможно заснять, поставить пневму, вернее ресивер с пневмой, поставить лебедку, короче, в базу, все это еще сделать. Да, она станет машиной, причем все это уже куплено, все это уже есть. И начнем мы с того, что меня раздражало больше всего еще с первой серии. Это дикие выступающие бампера. Их надо снять. Погнали! Далее, как мы видим, то, что оказалось под бампером, это передние хвосты рамы. Капец, что-то меня таращит, прямо хорошо все разбирать и резать, это вообще нормальное движение. И эти хвосты рамы не несут, по сути, никакой смысловой нагрузки, кроме безопасности. Но поскольку я аккуратный водитель, безопасность уже включена. Никто не согласился почему-то, но в мою голову, в любом случае, значит, в идеале, что мы имеем? Край автомобиля, вот еще даже можно сказать вот так, если по фендерам стоим, и нам вот интересует именно эта плоскость. То есть новый наш бампер, который будет здесь висеть, должен как-то, по идее, только вот так выступать за морду. Соответственно, эти хвосты, поскольку между ними уже нет ни поперечин, ничего, а только стабилизатор поперечной устойчивости, можно, соответственно, по этому стабилизатору попробовать подрезать, наверное, и к ним присоединить уже бампер, который будет легкий, алюминиевый, просто в виде отбойника такой лопатой здесь висеть. Лебедки спереди у нас, естественно, не будет, поэтому, по идее, если мы даже поставим колеса чуть больше 35-х, и даже на этих 35-х у нас угол въезда получится, то есть колесо будет где-то здесь, а край машины вот здесь. То есть мы условно бессмертные. Если нам не хватает угла въезда, значит мы мало разогнались. Все, вот с этим тезисом мне уже не страшно никакое бездорожье. Пошли назад. Короче, теперь стало гораздо лучше. Как вы видите, при помощи моих потрясающих ног и способностей механика мы получили идеальные передние и задние свесы. Конечно, задний свес у нас сильно от того, что кончился бампер, не улучшился, скажем прямо, потому что это хвост рамы, и ничего ты с ним не поделаешь. Здесь же еще поперечина, ну крюк-то, понятно, перенесется и так далее. Но, тем не менее, вновь стоящий бампер, он все равно будет где-то примерно такой. Его преимущество перед этим будет, во-первых, что у него не будет номера, который здесь висел где-то вот в этом аж месте, это полный бред был. И, во-вторых, то, что сам бампер будет силовой, то есть за него можно будет прямо цепляться, и можно будет шарашить в дерево и так далее. При этом же он будет выступать так, и теперь у нас нет запаски. Вместо запаски, чтобы закрыть эти жабры и сохранить весь этот функционал, мы повесим какую-нибудь красивую, плоскую такую канистру бездорожную, бывает. Они также бывают усиленные, на которых можно практически ездить сверху на машине по этим канистрам, так что в любом случае она будет даже держать удары, если мы будем ей приезжать в дерево. То есть вроде все складывается сзади нарядно, но только здесь. Сейчас машину поднимаем, и там проблемы прям начинаются снова и снова.
Наше сокровище. Передний, размыкаемый, оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости именно от кузова JL. То есть это абсолютно заводская Mopar деталь. Делает она так, что ваш повседневный автомобиль, который в обычном режиме содержит в себе замкнутый стабилизатор поперечной устойчивости, едет, рулится прямо, все хорошо, колею не ловит, красавчик. Выезжаете на оффроуд, нажимаете кнопочку, хыдрищ, твою мать, и все просто вот мост передний начинает вламывать от арки до арки. Так что прямо колесо начинает лезть под фендер. Ну и фендер-то приедет другой, высокий, на 5 дюймов выше. Опять же оригинальный мопаровский. Он пока что еще где-то там в Лос-Анджелесе на распределительном центре. Короче, все будет нормально, но чуть позже. Стоит он, кстати, 100, по-моему, 15 тысяч рублей. Да, это очень дорого, но если бы я хотел делать дешевле, наверное, я бы взял другую машину, наверное, не новую и прочее. А это все-таки хочется сделать сочетанием условно крутой проходимости на этих мостах, на прямых, насколько это возможно. Позже будут, скорее всего, другие. Пока что эти. И все-таки повседневно. То есть я офигенно кайфую от этой тачки, когда у меня что-то сегодня там одно все, ну да, Range Rover в сервисе, другое еще в работе, и третье все занято. Я спокойно беру Wrangler и еду. И при этом это сток. То есть любые проверки, любые абсолютно там техкомиссии, что угодно, ребята, это полностью заводская модель. Меня ничего вообще не интересует. Так что получается все очень даже здорово. Вы на этой тачке можете ездить с бабушкой, дедушкой, мамой, за продуктами, а после продуктов срезать через лес. Идеально, господи, Wrangler, какой ты классный, а? Итак, получается, господа, что вроде смех смехом, чуть там, чуть здесь, а машина скинула почти 80 килограмм веса. 80 килограмм, это больше, чем вешу я. Это все равно, что со мной был бы еще один такой, 80 килограмм, нормальный, крепкий человек. Конечно, мы вместо этого будем теперь добавлять, и вот наша фишка, насколько сильно все равно прибавится, потому что две блокировки, хотя блокировка тоже вместо одного дифференциала, по сути, другой встает. Не так уж шибко она много и накидывает. Но влезет еще лебедка, влезет еще компрессор с ресивером. Влезут еще все-таки железные, пусть и алюминиевые, но бампера, защитой порогов. В итоге у нас есть в любом случае взвешивание полностью стокового автомобиля, которое было чуть ли не в первой серии. И в этой серии мы в конце взвесимся снова уже в нашем новом конфиге. Я очень хочу, чтобы суммарно машина добавила всего лишь килограмм 100 к своему весу, не более. И мы всегда вот усиживались в 2 тоннах. Вот прямо 2 тонны с хвостом я вижу прямо идеальный размер. Идеальный вес, вернее, для этой машины, учитывая нашу взвесовку, прямо вот хочу легкий джип. Но, тем не менее, у нас есть вес стокового колеса, которое составляет 27,5 килограмм. Вес колеса с новой злой резиной составляет 44,5 килограмма. Итого у нас разница получается, практически 17 килограмм. Мы умножим ее на 4 колеса, 68. То есть только на резине из наших сэкономленных 80 мы уже потратили 68. У нас в запасе 12 килограмм. Машина все равно пока что легче. Это мы еще ничего не ставили, ни бампера, ничего. Короче, резину надо было тоньше. Тогда бы она весила 35. И все было бы нормально. Надо думать. Блокировочки. То, без чего нормальный внедорожник нормальным, в общем-то, быть и не может. Соответственно, покупается и передняя, и задняя. Здесь одна есть интересная тонкость. Если вы попытаетесь купить блокировки именно на новый кузов, все вам предложат любезно АРБ,
которое будет стоить 60-75 тысяч. Ехать оно будет 1,5 месяца минимум, скорее всего даже больше. То есть вы их не поставите никогда. Вы купили сейчас машину, блоки у вас будут через полгода. Это невероятно вообще. Я пошел по-другому. Немножечко гуглежа на форумах, пару ночей просчитывал всякие американские форумы, и просто по характеристикам моста подбирается китайская блокировка, которая стоит 35 тысяч рублей. Подбирается она по диаметру полуоси, количеству шлицов на этой оси, количеству болтов самого дифференциала. С передним мостом она практически подошла, немножечко подшипник торчит, то есть не совсем она, конечно, все-таки отсюда, но побольше шайб, побольше самоуверенности, удачи, и все поедет. И у нас уже есть передняя блокировка на Jeep Wrangler JL нового кузова за 35 тысяч рублей. Никто из тех, кто занимает джипами, по крайней мере из тех, кого я опросил и кто в этой теме, кто типа строит эти машины, этого не знает. Девчата, вот вам решение. Теперь, знаете, это элементарно залезть в конфигуратор, форумы и просто подобрать блокировку из уже имеющихся китайских, но просто подходящую под конкретный мост. Тем более, если вы эти машины строите. Серьезно? Это было так сложно? Почему у меня это получилось, а у вас нет? А с задним мостом пока и у меня не получилось. Но об этом я вам подробнее расскажу через 4 недели, когда приедет вторая блокировка, потому что первую, которую я купил, не подошла. Но даже обе они, если не подойдут, суммарно не превысят стоимость одной АРБшной. Итак, немножечко про лифт-кит. То есть машина стала выше, при этом дорожный просвет у нас никак не поменялся. Потому что дорожный просвет, он меняется только когда у вас от дороги до непосредственно редуктора, вот примерно до этого болта, становится больше просвет. А это зависит только от размера колес. Соответственно, все обычно, зачем машину лифтуют, вот там стабилизатор, к примеру, вот это все, чтобы выше встало, это уже только большие колеса. А чтобы колеса влезали в арки, нужно арки приподнять над колесами. Соответственно, у нас кузов приподнимется, по сути. Хотя, по сути, вместе с ним приподнимется и чуть рама, и увеличится угол рампы. Вот там посередине не суть. 6 сантиметров добавляется, если вкратце, сзади, 5 спереди, потому что задняя часть почему-то просевшая у всех вренглеров с завода. Вот у них такой стиль. Делаем мы это по простой схеме, которую правильной, наверное, назвать нельзя, потому что правильный лифт-кит — это всегда более длинные амортизаторы, это полностью другие пружины. Это еще и другие тяги, которые идут в комплекте, чтобы мост остался ну совсем на своем месте, чтобы все было в идеале. Стоит это примерно где-то 3-3,5 тысячи долларов. Нас все устраивает, но мы сделаем за 700 рублей, потому что можно на самом деле здесь сделать проставки, там сделать проставки. Амортизатор у нас вот это выглядит, вот это вот штатная сторона, а та нет. Но на самом деле я вас обманул, потому что эта сторона уже сделанная. Но если бы я вам не сказал, что она сделанная, никто бы никогда в жизни не понял, потому что даже крепление амортизатора перенесено вверх на 4-5 сантиметров. Плюс это крепление амортизатора в стоке было вот здесь. То есть это была самая нижняя точка. У нас даже тяга приходит в эту точку, а аморт был ниже, вот тут. А это, опять же, уже действительно реальный дорожный просвет. Да, он возле колеса и практически редко работает, но это важно. Чем меньше торчит снизу, тем всегда лучше. Плюс у нас теперь, наконец-то, высота точки крепления амортизатора и низ яблока редуктора поравнялись в кои-то веки. То есть все это стало грамотным. И, собственно, все это съемное, это все на штатных компонентах, штатные амортизаторы, штатные пружины, но на 6 сантиметров сзади выше и на 5 выше спереди. Таким образом, если ходят слухи, что нам все это может сильно не понравиться, что чуть ли там не начнется шими и так далее, как знать, не исключено. В крайнем случае, все это на болтах, все чик-чик-чик-чик обратно и, собственно, поехали. И лифта больше нет. Делается это с целью повысить высоту заднего свеса, повысить высоту переднего свеса и, самое главное, повысить угол преодолеваемой рампы посередине. Потому что, как вы видели на моем стрим-канале, боевка в средней части, там высота практически была 40 сантиметров, 42, наверное, а у Wrangler она была 30. Поэтому вот эти самые необходимые, 35 у Wrangler, да. Поэтому вот эти самые 6 сантиметров сзади и 5 спереди дадут нам то, что Wrangler по геометрической проходимости поравняется с боевкой. А он все-таки ей замена, поэтому надо соответствовать.
38 до подрамника нижнего. И до той рампы, которую я мерил в прошлый раз, 44. Да, по центру рамы. Вообще нарядненько. Очень прямо нарядненько. Свеса заднего, считай, практически нет в таком формате. То есть угол съезда, трындец. Высота ступеньки, с которой может спрыгнуть машина, ничего не чиркнув, 61 сантиметр. 61 сантиметр, это, извините, это вот такая вот. Вот с такой ступеньки он может просто съехать задним колесом и даже рамы не коснется. Ну вот это уже интересно. Это как у боевки. Хотя выглядит как будто бы ниже. Но у боевки за счет того, что тут кузов здесь вот такой спиленный, кажется, что прям трындец. А здесь нет. Одна из самых важных частей во внешке Wrangler на самом деле это бампера, потому что это не просто красиво, это еще и функционально. Здесь не прокатят всякие обвесы и прочее, и прочее. И вот это вот все. Нет, здесь будет... Так, они подумали, что я приседал. Нет, вот это вот все я имел в виду. Давайте не обострять конфликты. То есть этот бампер должен выдерживать любые удары поезда, майора. Сейчас мы слишком далеко зайдем. И, естественно, других естественных. Майор же естественное препятствие? Нет, мне кажется, неестественное. Не может быть в естественной среде майора посреди леса. Это же все-таки оффроуд. Так, сейчас это будет разжигание ненависти к определенной группе лиц. Это все я знаю, как оформляется. Короче, бампер любые удары, любую нагрузку должен выдерживать. Причем, если вы думаете, что эта нагрузка будет происходить только отсюда, нет. В этой машине в стоке никуда хайджеком не поддомкратится, поэтому здесь же еще должны быть вот такие проушины, за которые машину можно поднять. То есть, скажем, вот эта вот штука должна полностью выдерживать, ну не полностью, половину веса автомобиля, скажем так. То есть где-то тонна 200 сюда должна прилетать, и ничего с этим не должно случаться. То же самое у нас с порогами, соответственно, это очень важная часть конструкции. Здесь же у нас будет клюз держаться, через который выходит трос лебедки. То есть здесь может быть нагрузка в эту сторону, в эту. Этим можно подниматься за дерево. То есть опять же, чего только вот на судьбу вот этой конструкции не будет выпадать. Поэтому применено хитрое решение в виде вот такого несущего каркаса. И поскольку мы все-таки боремся за облегчение, на это все будет такая огромная алюминиевая накладка, плоская, на которой будет только государственный регистрационный знак висеть. Ну, пока его не сорвет, конечно, в лесу об первое дерево. Мои 3 Анны уйдут в болото, наконец-то. И все остальное. Так что, ребята, это боль. И про пороги. Про пороги, там же гениальное решение Jagger Garage. Такая же примерная история и с накладками на пороги. Накладками на пороги, защитами порогов, силовыми порогами, если хотите. То есть это конструкция, за которой есть каркас. Ну давай все-таки сейчас снимаем, как она элементарно снимается. Видите, силовой каркас, на который сварена вот такая вот штука из алюминия. Таким образом, к чему это приводит? Когда вы объезжаете дерево, вынос этого порога сделан таким образом, чтобы он был на уровне этой ручки. Если дерево пытается прильнуть к двери, ну, зеркало, конечно, оно загнет, но вот само тело двери она не заденет. Это раз. 2. Это все, естественно, держится за раму. И 3. Вот эти штуки, это специальные гнезда, чтобы сюда можно было вставлять хайджек. И опять же, этот порог, каждый и с этой стороны, и с той, выдерживает даже более чем половину веса автомобиля. А может быть, даже весь автомобиль просто еще не проводили таких ходовых испытаний. Получается, что любые удары, когда сюда прилетают, даже если они замнут эту часть, как вы видите, это панелька сверху, ее можно снять, отрихтовать и поставить обратно. За всем этим стоит уже силовой каркас, который будет все это держать. И за это все всегда можно еще машину и приподнять. И пока что это просто не покрашено, поэтому это выглядит как сюда неподходящее по стилю. Но не переживайте, внешечка будет в этой же серии. Как вы видите, в задней части автомобиля у нас есть такой же, во-первых, силовой бампер. Я должен был это подождать. Крепление под домкрат. Оп, которая стоит на раме. Причем домкрат типа американского образца. И это неспроста, я объясню почему. У нас не домкрат, а фаркоп. Я накосячил. Спасибо, что исправили в комментариях. Но тем не менее. Вот такая штука, казалось бы, это то же самое крепление запаски. Но нет, смотрите, запаска отсюда уходит.
вместо запаски сюда встают наши любимые канистрочки. Одна. Сейчас. Есть. И вторая канистрочка. Ходят легенды, что в одну из них нужно заливать бензин, а в другую воду. Для того, чтобы, естественно, в синем угаре однажды их перепутать и, наконец-то, в виде 200-го уже вернуться домой к родне и забыть про работу на следующее утро. Но мы не такие. Мы, скорее всего, вообще в них ничего заливать не будем, а может быть и будем, но бенз, когда едем далеко. Не переживайте, возможно, мы еще их покрасим в черное, возможно, только вот эту часть покрасим в черное, чтобы оно сзади больше имело вид, потому что сейчас к этому есть вопросы, я согласен. Камера осталась на своем месте. Может быть, тоже еще облагородим. Дополнительный стоп остался на своем месте. И почему здесь именно фаркоп под квадрат, а не как обычно наш любимый всеми шарик, уже готовый, стоящий стационарный или даже съемный? Потому что, во-первых, машина еще будет изменять свою высоту, возможно, потому что будет, может быть, другая резина, другие мосты и так далее. А если у вас крепление под квадрат, то вы можете купить фаркоп с разным выносом. То есть настолько опускающийся или вообще не опускающийся. Это раз. Два. Когда вы едете в лес, есть хорошее решение от компании Red BTR. Не они его придумали, но они его нам продали, тем не менее. Которая представляет из себя вот такую штуку. И все. Ну, туда еще вставляется штырь. Таким образом получается, что вот так. Все сработает. У вас есть теперь буксировочная проушина. Причем, поскольку она располагается довольно высоко и вставлять ее довольно легко, в обычной жизни она даже абсолютно не обязательно, что должна быть вставлена. Плюс она же еще и является дополнительным шаттлом. Если у вас срочно не хватает шаттлов в наличии каких-то, вы можете его снять отсюда и его использовать в каких-то своих других целях. В общем, это очень удобная штука. И все это под тот же самый квадрат, а не фаркоп, как если бы он был стационарным. В общем, это американская тема, и она мне, честно говоря, ну, очень нравится. И смотрится все это снаружи совершенно аккуратненько. Короче, получается класс. Тем временем, господа, дело к ночи, на часах 26:85, и надо ставить лебедку. Лебедка ставится в базу, потому что очень меня вперло, как лебедка в базе стоит на боевке. Она находится в тепличных условиях, никогда не надо зимой разматывать, соответственно, синтетический трос, чтобы он не замерз, а он не замерзнет, потому что он был в салоне. Его отжимают через трубу, которая проведена, то есть он уже в салон поступает чистым. Никогда не утонет у вас, соответственно, соленоиды и блок управления. И у нас новая лебедка Red BTR, нарядненькая. Пока что все, что могу сказать, и главное, распуск оцените. Хоп, распуск, хоп, смотка, хоп, распуск. То есть прям вот этого всего вот больше нет. Крутилова, новая серия у нее. Ну, естественно, также она 5,5 тонн усилием, или 12500, если вы этих ЛБС. Что значит, дядя Вань? Это американские меры веса. Вот, это американские меры веса, то есть это самое точное определение. А килограммы это, соответственно, ну, что там. Да, это фунты, то есть ЛБС это фунты. Как связаны фунты с ЛБС? Может, у нас это фунты, а у них так. У них так. В общем, Гриша все объяснит, если что. Я скину его ВК ID будет в описании под этим видео, консультант в конвертации фунтах в ЛБСов. Но у нас возникла проблема, значит. Изначально я вообще думал, что сделать. Угорнуть. У нас есть некая ниша здесь. Смотри. Идеально, казалось бы. Но, естественно, помимо этого, там нужно же еще снизу. Лебедка же не может быть прикреплена к пластиковому корыту. Должно же быть усиление снизу. Это усиление, оно снизу проходит примерно, как я понимаю, в этом месте, да, под днищем у нас. То есть, грубо говоря, поперечина рамок, которые мы прибалтим, все это площадкой или саморезами и остальным. Что мы будем делать? Смотри, проблема-то какая у нас получается? Нам нужно поставить, ее можно и сюда, и утопить, и выше, ниже. Суть в том, что трос у нас должен идти к передней части автомобиля. Соответственно, в большинстве случаев, если мы ставим ее в нишу, то нам нужно делать довольно-таки огромное отверстие, чтобы трос мог наматываться, укладываться на барабан. То есть, соответственно, мы хотим, чтобы это еще все было герметично, чтобы там пошла вода и грязь. Соответственно, утапливаться вниз, делать тогда изолировать кузов от лебедки, соответственно, она будет все время в грязи и так далее. Поскольку мы хотим сохранить, чтобы она все-таки была в салоне в чистоте, значит, вариант какой? Либо мы ставим ее где-то выше, ближе, вот так, но поскольку у нас еще должен остаться пассажир, и трос у нас идет тоже под неким углом, да. Сиденье будет мешаться. Да. Вот. Соответственно, что? Единственное, такой пока подходящий вариант, это поставить как на боевке, вот сюда, в ноги заднего пассажира. Вот. И тогда трос в аккурат, так же как на боевке, пошел под сиденьем. А труба начинается только уже в ногах. Более того, из заднего пассажира мы убираем. Его не будет.
Потому что и задний диван мы обратно не ставим. Ну, нам вообще ничего не мешает его, в принципе, поставить на место, если есть желание. Я думаю, что сзади будет стоять один ковш, потому что здесь еще будет ресивер, что-нибудь еще. Поэтому так посередине чисто один ковш с 5-точечным ремнем. Потому что тот, кто здесь, он по-любому уже смертник. Соответственно, надо хотя бы его комплектным, пусть не живым, но комплектным, чтобы не в закрытом потом ящике. Вот, отдать родственникам в конце. Вот, поэтому у нас здесь все встает нормально и вроде как, да, нарядненько. Для этого придется, во-первых, распилить днище. Ничего пилить не надо. Мы делаем Блин. много чего пилить. Какова? Вот, допустим, из того, что мы намерили на сегодняшний день. То есть она будет стоять приблизительно вот так. То есть мы мальца подпиливаем подстаканник один задний правый, но поскольку пассажиров сзади стало меньше, то Да, левого... одного, да тем более, скорее всего, правую руку ему оторвет, если он будет высоко, поэтому одной левой он будет пить. Вот. Соответственно, Приезжайте к нам на покатушке. стоит здесь, трос как боевки пошел понизу, под сиденьем абсолютно помещается, там место есть. То есть этот воздуховод мы тоже ампутируем, будет лучше дуть. Да, левому Да, опять же, потому либо- что от правой ноги, скорее всего, тоже уже не И вот останется. отсюда у нас пошла уже труба в аккуратно на морду. То есть вот Да. по такой схеме. Прекрасно. Проблема заключается в чем? Что у нас вот здесь стоит бак внизу. То есть от бака до кузова расстояние там сантов 5. То есть там надо некий вот подрамник соорудить, на котором будет держаться лебедка. Мы же не можем ее крепить к кузову, правильно? Можем, но это не сработает. То есть... Ну да, наверное, здесь такая вот она вот Да, надуется, да, так, да, чуть-чуть. нет пола. Поэтому надо смотреть, что там понизу. Ну, нет, ну звучит как план в любом случае. И мне нравится, что если ты говоришь, что при этом даже может остаться задний диван, Так а почему? то это вообще идеально. Ну просто у правого пассажира ноги будут на лебедке На стоять, лебедке, да, грубо да. говоря. Не, диван помещается. Ну как бы нет ножек и нет проблем. Все, тогда значит и левый тоже у пассажира, уже мы пассажира полностью оставили в виде туловища и одной ноги. Ну и хватит, я думаю, хватит. Почему не рассчитываем? Ну давай, Сейчас. Стандартный разъем под пульт. Ну, как обычно, проводной, короче. Вот этот пульт. Вот. А есть вместо него вот эта хрень. Сейчас я подниму. Есть вот эта хрень. Коробочка. На ней написано для чего? Мне пока, знаешь, как на дренажных насосах, вот, покладешь, Да, поплавок, кстати, да, когда уже вода выше лебедки, там все рубится. На самом деле, ребята, это страшная вещь. Я, честно говоря, как и ты, не знаю, зачем это. Но они сделали. Да, это Bluetooth модуль. Да, Bluetooth модуль. То есть этой лебедкой можно по жести вот так вот достаешь из телефона, вот так это дичь. Ну, я не знаю, зачем это, но как бы пацаны говорят, что это круто. Представляешь, у тебя вот там штурман или ты, вот это мясо, там вот это. Самое время достать мобильный телефон. Сейчас, секундочку. С другой стороны, на этот Bluetooth, ну это надо еще приложение поставить. То есть на Nokia фонарик это не поставится. Короче, это реально Bluetooth управление лебедкой. Вы можете управлять ей как с обычного пульта проводного, так, естественно, с идущего в комплекте, извиняюсь, радиомодуля, который уже встроен. То есть, ну вот это все по классике. По-моему, даже батарейки, наверное, он-офф. Да, батарейки даже уже вставлены, шли в комплекте. Так и с Bluetooth. С Bluetooth, твою мать, в болоте я буду управлять лебедкой. Но это Red BTR. В общем, в любом случае, никто не говорит, что это какая-то там инновация, что скоро это захватит весь мир, но попробовать было интересно. Поэтому ребята сюда это докинули. Тем более, что этот модуль интегрируется отдельно, то есть вам никто не впихивает его как по дефолту, вы можете докупить его или, собственно, нет. Вот такая дичь. Значит, далее в магазине база для УАЗа была закуплена что? Гайка на М8, которая сюда прикреплена к тому, что уже Иван здесь сварил в Джаггер гараже. Это уникальный кронштейн для того, чтобы закрепить нашу лебедку в базе на нашем Вренглере. Раскраска под Мстители Финал, естественно, уже также в комплект. Сейчас так модно, на самом деле. Причем Капитан Америка где-то уже мечтает о таком же в Америке, но он есть у нас. Соответственно, сейчас все вот это соберется. Да, мы почитали комментарии, что шпильки срежут, окей. Значит, зритель будет следить за тем, как их срежет. А это что? А это всегда интерес. Мы уже не можем сейчас сказать, что нет, они выдержат. Тогда никто не будет смотреть до конца. Поэтому, да, их срежет, поэтому ставим сейчас прямо так. Главное, что их не просто срежет, а срежет через спину пассажира. На стекло вот это. И дворники включились, но они не помогут. А я что? Я слева, мне ничего не беспокоит. Погнали.
Короче, сейчас где-то мы берем рельсу, аккуратно вырезаем его с путей прям между поездами, пока она идет, и сгибаем. Потому что, может, здесь придется немножко еще здесь цепануть. Конечно. Плюс все любят сварку, ты не забывай. То, что ты будешь сверлить и болты, это где-то отписка. А когда ты варишь, это ослепшие дети и лайки. Знаете, зачем мы снимаем сварку? Чтобы вы ставили лайки, не глядя. Погнали. И далее, господа, поскольку у нас получается такая титаническая серия с огромным объемом работ, я вам расскажу тот бэкстейдж, который обычно в такие серии мы не вставляем. Это когда проект уже почти готов, почти допилен, но надо доделать кучу мелочей, которые в обычной жизни, ребята, отнимают огромное количество времени. И, естественно, всегда за кадром остаются куча нормальных парней. В данном случае это farkop.ru. Смотрите, это мои задние фонари лежат. Еще, видите, разобранная обшивка багажника. Потому что нужно доделать электрическую часть лебедки. Те, кто смотрел мой инстаграм, это прекрасно видели, а в итоге для вас как бы проект окончен. Есть электрическая часть лебедки, нету этой электрической части. Для видео безразлично, для жизни это все то, что отнимает кучу времени. И farkop.ru вы спросите, а почему я предал Farkop СПБ? А на самом деле нет, потому что Farkop СПБ пережил легкий ребрендинг, они расширились, захватывают сейчас Москву и называются теперь farkop.ru. Так что все в порядке, те же люди по тому же адресу. Сейчас не доделают электричество, и Wrangler станет настоящим автомобилем на повседнев, который помимо того, что будет очень сильно классный на оффроуде, но также еще и сможет с собой таскать мой старый прицеп, например, боевку на жесткой сцепке, пока она еще у меня, гидроцикл, который я беру в аренду, и еще куча всего. Топчик. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Shooting, I'm scoring, I'm gonna set it off. Like soldiers torn.
I'm gonna set it down. Итак, смотрите, что у нас получилось по итогу. Вот теперь это та тачка, которая мне нравится. Вот теперь это мой Wrangler. И да, он не Рубикон, но он обладает всеми теми же его качествами, только лучше. Исключение составляет, наверное, что? Пониженный ряд в раздатке, потому что в Рубиконе он будет 1 к 4, а у нас, по-моему, 1 к 3, что тоже очень, на самом деле, неплохо, если мы сравниваем с конкурентами. Но у нас теперь есть те бампера, которые мне нравятся, у нас теперь есть те колеса, которые мне нравятся, у нас теперь есть силовые пороги, у нас есть лебедка в базе, у нас есть воздух с ресивером 6-литровым, который способен накачать это колесо абсолютно без проблем. У нас есть все блокировки, причем все блокировки у нас работают на любой скорости, вне зависимости от понижайки, включенной, выключенной, вне зависимости от вообще всего набора функций. Можем подключать только перед, можем подключать только зад, абсолютно в любой ситуации. У нас размыкаемый стаб, как на Рубиконе, причем, опять же, этот стаб может разомкнуться в любой ситуации, на любой скорости и не подключится обратно автоматически, если вы вдруг поехали более 30 км в час, что бывает на том же оффроуде, на перегонах между теми же самыми лужами. В общем, мы получили то, что надо, и даже немного лучше. Остались мелочи. Шноркель. А это в следующей серии, а это все видели на стрим-канале, но когда доделают, тогда покажем. И еще также уже едут из Америки, еще едет High Fender, это те же самые фендера, но на 2 дюйма выше, перед-зад. Еще едет мягкая крыша, и все равно, что лето кончилось, поверьте, ребята, шапку-ушанку никто не отменял, так что на этой штуке можно будет ездить без крыши, даже зимой, и это будет абсолютно такой же кайф. Едут трубчатые двери, еще очень много всего, едет Мопаровского, Квадротековского и всяких много-много вкусных названий. А нам остается в этой серии только с вами попрощаться и сказать, что в следующей серии у нас боевой выезд с демонстрацией всей этой мощи. И тогда мы узнаем, как он едет и что он может делать. Но забегая вперед, я вам могу сказать, что я же хотел здесь портальные мосты, я же хотел 42-е колеса. Я сейчас езжу на нем, и это повседневная тачка, которая очень может на бездорожье. Она может больше, чем моя боевка, но при этом это повседневная тачка, это даже не корч. И в нем супер музыка, и он комфортный, и он едет. И при этом он может на бездорожье больше, чем боевка, но божественный. И я даже решил, что, знаете, это конфиг, который я оставлю, ну, как минимум на зиму. Я хочу поездить в этом конфиге. Если выдержат мосты, он будет ездить так. Если я порву эти мосты под этими колесами, капец. Порталы, 38-е, 40-е колеса, и понеслась душа в рай. Пока что, друзья, это моя любимая машина. И Range Rover сейчас используется только как тягач, потому что в нем был фаркоп. Ну и в этой тачке теперь есть фаркоп, и все. То есть, как бы что, вот он пупсик, вот он просто. Вот это вот замечательный, красный большой автомобиль. Я натоптал вот на ускорении, потом вот тут, знаешь, как натоптано, смотри, как разрастается вокруг меня. В общем, ребята, в следующей серии боевой выезд, а так ловите на дорогах, это дейли тачка, которая может очень много. Огромное спасибо, что смотрели, удачи и пока!